Привет, Николай Абрамов на связи. Сейчас мы посмотрим, как работают насадки, которые входят в набор Matrix от Black Decker. Это лобзик, которым мы будем пилить дерево и металл, осциллирующий инструмент, фрезер, гайковерт, которым выпало, правда, нелегкое испытание, шлифовальная насадка и еще испытаем насос и дисковую пилу, которую я покупал отдельно. В этом обзоре каждая из насадок будет работать, пока не произойдет что-нибудь одно. Пока не поплавится, не сгорит привод или не сядет аккумулятор. Когда мы распаковывали этот набор в моем недавнем обзоре, в нем не было, как работают насадки и какой объем работы они могут сделать на одном аккумуляторе. И поэтому некорректно говорить о времени работы каждой из насадок. А будет правильнее, если мы увидим, сколько каждая из насадок может проделать ту или иную работу. А также подискуссируем на тему, для чего может пригодиться этот набор, и посмотрим, трата ли это денег впустую, или это действительно шняга шняжная, как это написал Алексей Смирнов. Ну что, поехали. Для начала проверим, есть ли в этих аккумуляторах контроллер, который не будет портить наш аккумулятор перезарядами. Отсоединим от зарядки аккумулятор и снова давайте подключим зарядку на заряженный аккумулятор. И смотрим, перестанет ли он заряжаться. И вот лампочка перестала мигать примерно через 50 секунд после повторного включения. Это говорит о том, что мы можем в любой степени разряда ставить этот литий-ионный аккумулятор на зарядку, и это точно ему не навредит. Первый в нашем испытании будет насадка лобзик, которой мы будем пилить дерево и металл. Чтобы испытание было справедливым, я взял абсолютно новые пилочки. Пилить мы будем доску 100 на 20 и вагонку. Моя пилочка для вагонки, конечно, грубовата, но для общего представления о ее работе сойдет. И вот, наконец, наш первый аккумулятор при работе с лобзиком разрядился. Давайте теперь посчитаем, что же у нас получилось. Перед подсчетами меряем температуру насадки. И в разных местах она разная. Максимальный показатель 63 градуса. Итак, всего у нас получилось 112 резов, из них 29 по доске, 100 на 20 и 83 реза по вагонке. Если представить, что у нас вагонка длиной по 2 метра, то мы смогли бы нарезать вагонки на 12 квадратных метров. И еще будет запас для нарезки плинтуса. Я считаю это неплохим результатом, учитывая небольшую емкость аккумулятора. Теперь будем резать металлическую трубу 40 на 20. Толщина ее стенки 2 мм. Меняем аккумулятор и устанавливаем новую пилочку по металлу. Кстати, очень легко крутится шестерня, которая задействует весь механизм этой насадки. Теперь зажимаем трубу тиски и поехали. Первый рез делаю на сухую. Посмотрим результат. Ну, как видите, все отлично. Интересно, сколько же труб можно нарезать на одном аккумуляторе? Давайте продолжим. Итак, у нас получилось 7 резов трубы 40 на 20. Толщина стенки трубы 2 мм, как я говорил. Пилочка при этом немного просела, но при работе я этого не почувствовал. А вот насадка нагрелась уже аж до 73 градусов. Немало, правда, при том, что сам привод нагрелся до 29 градусов. Вытираем насадку от смазки и ставим аккумуляторы на зарядку. Теперь, когда аккумуляторы заряжены и готовы в бой, берем насадку осциллирующий инструмент и резать будем ею отверстие в ламинат. Ну и давайте начнем снова. Итак, у нас получилось 11,5 таких ламинатных пирожен. Температура привода 36, а насадки 58 градусов. С этой насадки, я так понимаю, нагрузка идет больше на привод, чем на саму насадку. Теперь давайте возьмем насадку фрезер, которая меня очень интриговала все это время. Дело в том, что в эту насадку подходят фрезы только с диаметром 6,35 мм. Присмотревшись к этим фрезам на Амазоне, я увидел, что это обычный Китай, и решил поискать на Алиэкспресс. И нашел их там всего за 19 долларов, при том, что на Амазоне их продают даже по 44 доллара. Вот китайцы мочат. Вставляем, зажимаем фрезу и начинаем фрезить. Я буду использовать разные фрезы, чтобы посмотреть, на что способна каждая из них. Ну вот мы отфрезеровали примерно 7 погонных метров и сделали около 30 углублений. В общем, честно признаться, я даже не думал, что эта насадка будет так долго работать. Только не обращайте внимания на мои кривые резы, это было сделано исключительно в ознакомительных целях. Меряем температуру насадки и максимальный показатель 64 градуса. Теперь пришло время испытать гайковерт. Для этого непростого испытания я приготовил сразу два аккумулятора. А закручивать мы будем вот такие болты в торец бруса.
чтобы весь болт был в дереве. Ну что, давайте начнем. Закручиваем 7 болтов с резьбой по дереву диаметром 8 мм. Из них 3 штуки будут длиной по 13 см и 4 штуки длиной по 16,5 см. Еще один болт диаметром 10 мм длиной 13 см. Скажу вам вот что, при закручивании нет ощущения, что этому инструменту эта работа в тяжесть. Так и хочется сказать, заходит как в масло. Закрутив и выкрутив все болты, заряд аккумулятора еще остался. Давайте сменим биту и закрутим шурупы по металлу длиной 25 мм, трубу 40 на 20. Толщина стенки по-прежнему 2 мм. Ну вот, наш аккумулятор разрядился на 7-м шурупе. Давайте сменим снова батарею и будем закручивать только такие шурупы. Как видите, крутить уже некуда, и сейчас будем закручивать между болтами. Посмотрим, как справится этот инструмент с этой задачей, учитывая, что шурупы с другой стороны будут создавать дополнительную нагрузку при закручивании. Но как видите, эта насадка не испытывает трудностей и снова заходит как в масло. Так сколько же шурупов мы закрутили на одном аккумуляторе? Итак, нами было закручено, на мое удивление, 99 шурупов. Температура насадки после двух испытаний 52 градуса. И при этом, кстати, состояние биты не ухудшилось намного. Эти биты я купил на Амазоне всего за $5, 30 штук. Даже не надеясь на их хорошее качество. Но хочу сказать, что они меня очень порадовали своим качеством. Кому нужна ссылку, найдете в описании. Теперь пришло время шлифовальной насадки. Для работы с ней я приготовил 3-метровую вагонку и наждачную бумагу с маркировкой P100. Запасной наждак, который шел у меня в наборе, я использовал, поэтому для обзора я вырезал из круглого наждака с отверстиями, но думаю, это не критично. Ну что, давайте отшлифуем. В общем, шлифовал и шлифовал, аккумулятор все не садится и не садится. Вагонка уже почти как новая. Давайте возьму доску из моих изделий для декора, которым не нужно будет шлифовать, и попробуем посадить на ней аккумулятор. И снова я довел доску до нужной мне кондиции, но аккумулятор не разрядился. Теперь возьму металлическую трубу, на ней, думаю, уже точно сядет аккумулятор. Ну вот, свершилось. Я думал уже, что придется идти машину покрывать матом. А теперь пришло время испытать насадку насос, которую, как я уже говорил, я купил отдельно от этого набора. Посмотрите, как производитель додумался компактно спрятать насадки для мечей и матрасов. Кстати, эта насадка может пригодиться, если вдруг спустит колесо с тещей в машине по дороге на дачу. Она будет очень полезна. Сейчас мы посмотрим, сколько колес можно накачать размером 205 на 55 R16. Ну что, давайте будем качаться. Спускаю полностью воздух. Теперь подключаю насос. Засекаю время. И вот еще что. В процессе накачивания я в комплект до этого набора добавил кусок провода для фиксации кнопки, чтобы не держать пальцем. Итак, для того, чтобы накачать колесо до 2 атмосфер, у нас ушло около 3,5 минут. И аккумулятор при этом не разрядился. Так сколько же колес можно накачать? Давайте спущу воздух и снова накачаем. Ну вот, снова колесо накачано до 2 атмосфер на одном аккумуляторе. Давайте еще раз спустим и накачаем колесо. Наконец наш аккумулятор разрядился, накачав 3-й раз колесо до 1 атмосферы. На все эти накачивания без спуска воздуха ушло около 9 минут. Температура насадки получилась около 60 градусов, но при этом на улице было 32,5 градуса. То есть нагрелась насадка относительно не сильно. Еще одна насадка, которая была куплена мною отдельно, это дисковая пила. Сейчас посмотрим, сколько резов в вагонке она сможет сделать на одном аккумуляторе. Ну что, поехали. Ну вот, наша 3-метровая вагонка закончилась. Нарежем теперь доску 100 на 20. Если не разрядится аккумулятор, возьмем еще одну вагонку. Ну, наконец мы посадили аккумулятор, но все равно через пару секунд есть возможность закончить начатое. Итого, с помощью этой насадки у нас получилось 260 резов по вагонке и 36 по доске. Теперь посмотрим на весь результат нашего испытания, сделаем выводы и дадим оценку всему набору в целом. Знаете, хочу сказать, что перед тем, как давать оценки, нужно немного определить понятие домашний инструмент. Ведь все зависит, как мы определяем это понятие и с какой частотой мы будем использовать этот инструмент. Для начала давайте, исходя из нашего теста, дадим для всего этого набора определение
по уровню качества. Я считаю, что этот инструмент можно считать как среднего качества для использования его раз в месяц. Но, честно сказать, я его использую чаще, примерно раз в 2 недели, а иногда и больше. Давайте теперь оценим этот набор по 5-бальной шкале. Стоимость набора я бы дал ему 4 балла. За компактность даю 100% 5 баллов. Время автономной работы 4 балла. За наличие одного аккумулятора дам ему не больше 3 баллов. Но я понимаю, что это отразилось бы на общей стоимости всего набора. А кому-то может хватить и одного аккумулятора. Поэтому это мое субъективное мнение. 4-часовая зарядка аккумулятора заслуживает с натяжкой 3 балла. Мобильность 5 баллов. Удобство в работе 4 балла. И, наконец, за мощность можно дать 4 балла. Итого, в среднем, этот набор получил свои 4 балла. Я считаю, это заслуженно. Вы знаете, мне понравилось. Я получил от этого набора даже немного больше, чем ожидал. Единственное, что меня сильно огорчило, это время заряда аккумулятора. Ну, и это дело поправимо. Моя новая быстрая зарядка находится уже в пути. И надеюсь, она меня порадует своим 45-минутным зарядом. Этот набор не претендует на звание профессиональный инструмент, но для работы по дому или на даче более чем достаточно. А вот если у вас есть своя оценка этому инструменту, поставьте ее в комментариях. А если видео было полезно, ставим лайк и подписываемся на канал, который я стараюсь сделать максимально интересным. И до новых встреч!